Привет, это видео Марины из Аргентины, и это видеоблог. Новая неделя, новый влог, а значит и новый букет по подписке. С него я и начну свой рассказ. Смотрите, какой красивый. Я знаю, что я точно хочу запечатлеть в своем видеодневнике этот вайб жизни, который был подсмотрен где-то в моих мечтах, но на который я никак не могла решиться. Невероятная жизнь, другой континент, другой город, другая я. Но что-то временное, что-то постоянное, а что-то вечное. И главное, что мне точно есть за что держаться. Недавно, сидя за обедом с мужем, я сказала ему, что, кажется, я восстановилась после адаптации и вообще жизненного кризиса. Благодаря своей работе с психологом у меня появилось столько внутреннего ресурса, что кажется, я готова к новым знакомствам, к новым впечатлениям, к общению, к дружбе. В трудный период я была убеждена, что моя экстраверсия далеко в прошлом, а новые люди в жизни — это очень трудно и небезопасно. Классный индикатор хорошего хода терапии – это то, что есть ресурс, и больше нет ограничений социальной батарейки. Тот же день, когда мы поговорили об этом, мы познакомились с классными ребятами Мишей и Машей. Вот так просто на детской площадке, совершенно случайно, услышав речь друг друга, сказав друг другу «здравствуйте», мы проговорили больше 2 часов. Причем за время нашего 2-часового разговора на детской площадке, пока наши дети играли, к нам подошла еще одна девушка, которая живет здесь уже очень давно. И наш мясник Роберто все время говорил моему мужу: ¿Qué pasó, amigos? Как вы могли разминуться на только что тут был, только что приходил, 5 минут назад приходил? Это очень интересно. Она подошла и со словами «Я услышала вашу речь, и я просто не удержалась, мне очень захотелось к вам подойти». Так на площадке образовалась целая коалиция. Мы стояли все вместе, разговаривали очень долго. Это было невероятно круто, я была очень рада знакомству и просто очень крутое совпадение. Озвучить свою мысль и тут же познакомиться. Помимо этих ребят, за несколько недель до мы познакомились с семьей из Ирана. Также на детской площадке наши сыновья сдружились, и мы уже успели побывать у них в гостях. Всем привет, это мы, и мы идем в гости. Не знаю, как вам, но мне всегда очень волнительно идти в гости в первый раз, потому что не знаешь, как вообще все пройдет, что лучше принести, нести ли что-то с собой, насколько людям комфортно. Короче, как-то немножко волнительно. Самса, плов, суп – это было великолепно. Мы также бесконечно разговаривали и разошлись лишь ближе к полуночи. Ну классно же было, да? Классно. И вкусно. Вкусно. Ага. Так вот, новый друг Ильи отправился в государственный сад, который им очень понравился. Рядом с домом. Хороший, просторный детский сад. И мы такие: что? Государственный, классный и прям бесплатный? Вообще ничего платить не надо. Прям ничего? Ну ладно, давайте посмотрим. Мы решили, что классно было бы, если бы Илья тоже вместе с другом отправился в детский сад. Обойдя кучу частных садов, мы все-таки решили обратиться в государственный и совершенно не пожалели. Несколько бумаг, и день в день нам предложили оставить ребенка. Места были лишь на полдня, ну а больше нам и не надо было. Итого 4 часа вечерней смены. И в общем и целом все очень похоже на государственный сад в России. Единственное, что здесь другое расписание. В 12:50 ровно открываются двери и заходят малыши, а перед этим все в трепетном ожидании ждут, когда же их уже запустят. За счет того, что все детки ждут времени, когда можно будет зайти в детский сад, там образуется такая небольшая толпа из детей, и когда открывается дверь, они все с таким энтузиазмом заходят, что Илья тоже на этом энтузиазме, и ему очень хотелось поскорее зайти, потому что он ждал, когда откроются двери, создается такой искусственный дефицит. Классно. Для сада нам необходимо было купить вот такую форму. Для нас это не очень привычный формат, но фарточек для того, чтобы он кушал, рисовал, занимался разными делишками. И вот такой дневничок. В нем воспитатель иногда пишет то, что происходит в саду, вклеивает какие-то работы ребенка и сообщает разную информацию. Забирать детей еще интереснее, потому что все родители собираются, ждут своих малышей, и один прекрасный, очень интеллигентный дядечка привозит свою тележку с разными вкусностями. И это, я вам скажу, шикарный бизнес, потому что все родители, которые ждут своих малышей, покупают у него втридорога разные конфетки, мармеладки, мороженое, чтобы порадовать своих
своих малышей после тяжелого дня. В 16:50 также все родители забирают своих малышей. Все происходит строго по времени, и забирать ребенка раньше совершенно не приветствуется. Примерно так же, совершенно случайно, мы договорились с нашей соседкой о фотосессии для сына, которая прошла в ее собственной фотостудии. Привет, мы снова на связи. Мы сегодня с своими мальчиками идем на фотосессию. Фотосессия, это, конечно, сказано громко, потому что просто случайно в разговоре мы узнали, что наша соседка фотограф, и она фотографирует как раз детей в фотостудии. Это нам показалось очень интересным. Мы решили с ней договориться о съемке, но тогда Илье было только-только вот-вот исполнялось 3 года. Сейчас Илье уже 3,5 года. И вот это вот все время мы пытались согласовать съемку. Ну, ни мы не давили, она не спешила. Ну, вот вопросик решался так вот, достаточно медленно. Но, честно сказать, мы вообще ни капли не расстроены, просто это темп жизни в Аргентине. Вот, кстати, мой друг сидит. Все время с ним здороваюсь. Вот этот? Да, он меня все время приглашает на разную трапезу. Этот мужчина жил раньше в другом месте, где я ходила, где я гуляла. Потом я обнаружила его здесь. Думаю, о, мой дружище переехал. А оказалось, что у него здесь просто более плодородная почва. Он посадил свои огороды. В студии было все необходимое: и одежда, и декорации. Сама студия небольшая, но уютная. Больше она предназначена для фото новорожденных или ребят поменьше. Я больше люблю живые фотосессии, без позирования и костюмов, но было интересно узнать, как это происходит здесь. Да и все-таки с фотосессиями у нас туго. Вряд ли бы мы сами на нее собрались когда-нибудь, если бы все так не совпало. Единственное, что нас удивило в этой фотосессии, это чек. Но мне интересно, сколько бы вы отдали за такую фотосессию в такой студии с предоставлением костюма. Как я сказала, фотосессия это не наша, но все-таки об одной я мечтаю. Это фотосессия на берегу океана, и я очень надеюсь о ней договориться в ближайшее время, потому что совсем скоро мы отправимся в Мар-дель-Плату, о чем я обязательно расскажу вам в своем дневнике. Помните, в прошлом видео я переживала из-за платья? Та-дам! Вот она, долгожданная встреча с модистой. Как же мне нравится это слово. Модиста – это что-то про те времена, когда барышни отшивали свои наряды у модисток. Нас, кстати, не ждали. Ну, тут все как обычно, с сервисом в Аргентине. Несмотря на то, что я записывалась за 2 недели и подробно изложила суть дела, дверь была закрыта. И модиста очень удивилась, что мы пришли. Итак, до. И мы ждем, когда же будет после. Платье я заберу уже после того, как мы съездим в Мар-дель-Плату к океану. За всю работу мы заплатим приблизительно 2600 рублей. Я думаю, что это очень даже неплохо. И очень надеюсь, что качество работы тоже будет супер, потому что я первый раз обратилась к этой модисте, но хотелось бы заиметь надежный контакт. Ну и еще одна новость под пиццу. Если вы не знали, то мой муж выпустил саундтрек к сериалу «Кибердеревня». Он уже прогремел на Кинопоиске, а теперь с 4 декабря будет выходить на ТНТ. Так что принимаем поздравления. Пожалуйста, скажу девочкам, что мы задерживаемся. Кое-что про климат. Климат очень сильно на меня повлиял, но, ребят, я понимаю, вот сейчас зима, у нас весна поздняя, вот-вот начнется лето, я вот уже год здесь, и я вообще не хочу снега, я не хочу зимы, я не хочу холода. Нет этой бесконечной одежды, этого пасмурного настроения, больше энергии, больше сил, легче вставать, легче ложиться. Это невероятно комфортно, это невероятный кайф. Просто. Я просто хочу поделиться с вами тем, как у нас тепло и хорошо. Я люблю снег, я люблю зиму, и всю жизнь не думала, что мне так понравится жить в другом климате. Но это правда, прилив сил, заряд бодрости, энергия, классный график, хорошее настроение. Прям клево. Ну и, конечно, посмотрите на это небо. Я надеюсь, что
Меня сейчас не сожрут комары. О, жесть! Жесть, просто жесть! Сколько их, кошмар! Блин, мне даже, кажется, в глаз кусит. Ой, я, возможно, буду постукивать себя периодически и почесываться, но мне очень хотелось закончить этот влог как-то уютно. И вот так вот, сидя в любимом мужнином балахончике, черном, с большим капюшоном, на улице, теплым вечером. Но у меня ничего не получилось, поэтому продолжу вещать с балкона. Неделя съемок получилась очень тяжелой, потому что я постоянно попадала в какие-то нелепые ситуации. То я натерла ногу, причем на подошве стопы настолько, что я не могла ходить. То меня искусали комары. Постоянно происходило что-то с одеждой, в которой я снималась. Но, несмотря на это, этот влог есть. И если вы это смотрите, значит, это точно успех. Ну что, спасибо за просмотр. А мне очень-очень-очень пора бежать, потому что просто меня продолжают жрать неистово.